Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Представьте себе жизнь, где страхи не управляют вашими решениями, где каждое утро наполнено уверенностью, а будущее – стабильностью. Именно это может стать реальностью для тельцов, если они научатся работать со своими внутренними страхами. Астрология открывает секреты, которые помогут каждому тельцу раскрыть свою силу и справиться с тревогами, скрытыми глубоко внутри. Сегодня на канале Астрология Мудрости мы расскажем вам о 18 основных страхах тельцов и о том, как можно преодолеть их с помощью астрологических знаний, движения планет, нумерологии, кармических принципов и аффирмаций. Оставайтесь с нами, ведь впереди много уникальных и скрытых знаний, которые способны изменить вашу жизнь и наполнить ее гармонией. Страх потери стабильности и комфорта. Тельцы, как земной знак, жаждут стабильности. Это основной принцип их существования. Страх потери комфорта парализует их, особенно в сфере финансов. Управляет тельцами Венера, планета изобилия и процветания. Чтобы преодолеть этот страх, важно настроить гармонию с Венерой. Венера особенно сильна, когда проходит через знаки Телец и Весы. В такие моменты важно использовать практики благодарности и визуализации успеха. Это поможет привлечь еще больше изобилия в вашу жизнь и развеять страх перед будущим. Медитации на рост и процветание в дни полнолуний помогут закрепить чувство стабильности. Влияние планет, управляющая планета Тельцов, Венера. Этот страх усиливается в периоды, когда Венера находится в неблагоприятных аспектах с Сатурном или Ураном. Венера управляет нашими чувствами к материальному и комфорту, а Сатурн может приносить ограничения, тогда как Уран – неожиданные перемены. Кармический совет: примите, что комфорт – это не только материальное, но и внутреннее состояние. Учитесь находить гармонию внутри себя, даже если внешние обстоятельства изменчивы. Используйте аффирмацию: «Моя внутренняя стабильность создает комфорт в любом окружении». Страх потери контроля. Тельцы часто боятся ситуаций, которые они не могут контролировать, особенно в личных отношениях. Луна управляет эмоциями и является важным индикатором эмоционального состояния тельцов. В полнолуние или новолуние можно проводить ритуалы прощения и отпущения. Это поможет снизить уровень тревожности и страх утраты контроля. В такие моменты важно сосредоточиться на внутреннем мире, отпуская то, что нельзя изменить. Используйте аффирмации: «Я принимаю, что не все в жизни поддается моему контролю, и это нормально». Влияние планет. Луна, управляя эмоциями, может усиливать страх потери контроля, особенно когда она проходит через водные знаки – Рак, Рыбы. Нептун также может вызывать чувство растерянности и неясности, усиливая страх перед неопределенностью. Кармический совет: учитесь отпускать контроль и доверять Вселенной. Медитируйте в моменты новолуний, чтобы развить уверенность в себе и способность отпустить то, что невозможно изменить. Используйте аффирмацию: «Я доверяю потоку жизни и принимаю, что не все поддается моему контролю». Страх финансовых потерь. Деньги для тельца – это не просто ресурс, а символ безопасности. Юпитер, планета роста и изобилия, помогает привлекать финансовые возможности. Когда Юпитер входит в благоприятные аспекты к вашему знаку, стоит планировать крупные финансовые решения. В периоды его ретроградного движения лучше воздержаться от рискованных вложений. Практикуйте благодарность за то, что уже имеете, и ритуалы привлечения изобилия, например, в дни новолуний. Это укрепит уверенность в финансовой стабильности и снизит страх потерь. Влияние планет. Юпитер, планета изобилия и расширения, напрямую влияет на финансовое благополучие тельцов. Когда Юпитер ретрограден или в напряженных аспектах с Сатурном или Плутоном, страх потерь может усилиться. Кармический совет: практикуйте благодарность за то, что имеете. Финансовая стабильность приходит через умение ценить ресурсы, а не бояться их потерять. Создайте свой личный ритуал изобилия в дни новолуний. Используйте аффирмацию: «Я благодарен за то изобилие, которое я привлекаю в свою жизнь каждый день». Страх перемен в окружении. Тельцы привязываются к людям, местам и привычкам. Страх перемен здесь связан с их природной потребностью в стабильности. Практика заземления, особенно в дни, когда Луна проходит через земные знаки Телец, Дева, Козерог, поможет сохранить внутреннюю стабильность.
Проводите больше времени на природе, занимайтесь садоводством или просто гуляйте босиком по земле. Это поможет снять тревогу перед переменами и укрепить связь с настоящим. Влияние планет. Уран, планета неожиданности и изменений, часто вызывает тревогу у тельцов, особенно когда он входит в аспекты с Луной или Солнцем в их натальной карте. Кармический совет. Заземляйтесь через природу и земные практики. Посвящайте время медитациям и заземляющим упражнениям, особенно в дни, когда Луна проходит через земные знаки. Используйте аффирмацию «Я адаптируюсь к переменам с уверенностью и нахожу стабильность в движении». Страх не оправдать ожидания окружающих. Тельцы боятся разочаровать близких или не соответствовать их ожиданиям. Сатурн, планета кармы и ответственности, здесь играет важную роль. В периоды, когда Сатурн находится в благоприятных аспектах к вашему знаку, важно фокусироваться на собственных целях, а не на мнении окружающих. Это время для глубоких изменений в самоощущении и работы над внутренней уверенностью. Практикуйте аффирмации «Я живу свою жизнь для себя и своего счастья, а не ради ожиданий других». Влияние планет. Сатурн, планета кармы и ответственности, усиливает страх перед тем, что вы можете подвести кого-то. Особенно это проявляется в периоды его ретроградного движения. Кармический совет. Научитесь ставить свои интересы выше ожиданий других. Осознание того, что ваши жизненные уроки индивидуальны, помогает уменьшить страх разочарования окружающих. Используйте аффирмацию «Я живу в гармонии с собой и ценю свои достижения, независимо от мнения окружающих». Страх быть отвергнутым. В личных отношениях тельцы часто боятся отказа или того, что их чувства останутся без ответа. Венера, управитель тельцов, помогает развить любовь к себе и внутреннюю гармонию. В периоды, когда Венера находится в благоприятных аспектах, важно сосредоточиться на самопринятии и любви к себе. Практикуйте медитации на принятие своих чувств и эмоций. Это поможет укрепить уверенность и уменьшить страх быть отвергнутым. Влияние планет. Венера управляет отношениями и любовью, и в моменты ее ретроградного движения телец может чувствовать усиленный страх перед отказом или непониманием в личной жизни. Кармический совет. Развивайте самопринятие и любовь к себе. В моменты, когда Венера ретроградна, посвящайте время практикам, которые укрепляют уверенность и гармонию внутри вас. Используйте аффирмацию «Я достоин любви и принимаю себя полностью, независимо от мнения других». Страх неопределенности. Тельцы любят предсказуемость, и любое отклонение от плана может вызвать у них тревогу. Сатурн, планета дисциплины и ответственности, учит нас, что не все в жизни должно быть предсказуемо. Поймите, что в кармическом плане каждая перемена – это урок. В периоды ретроградного движения Сатурна лучше не начинать новых проектов, а сосредоточиться на анализе пройденного пути и подготовке к будущим шагам. Практикуйте медитации на принятие неопределенности. Я доверяю Вселенной и ее планам для меня. Влияние планет. Плутон и Уран часто связаны с неопределенностью. Когда они активны в карте Тельца, это может вызвать сильное беспокойство по поводу будущего. Кармический совет. Доверяйте потоку жизни и понимайте, что перемены неизбежны. Важно научиться видеть в неопределенности новые возможности. Используйте аффирмацию. Я с доверием принимаю все, что приносит мне будущее, зная, что это наилучший путь для моего развития. Страх быть неподдержанным близкими. Тельцы чувствуют глубокую потребность в поддержке близких. Луна, которая отвечает за наши эмоции, особенно сильна, когда она проходит через знаки Рака и Тельца. В такие моменты вы можете почувствовать острую необходимость в эмоциональной поддержке. Практикуйте медитации на самодостаточность и внутренний мир. Это укрепит вашу уверенность и позволит меньше зависеть от одобрения других. Влияние планет. Луна, управляя нашими эмоциональными потребностями, особенно влияет на этот страх. В периоды, когда Луна в напряженных аспектах с Сатурном или Марсом, может возникать чувство одиночества и непонимания. Кармический совет. Развивайте внутреннюю независимость. Учитесь быть самодостаточными, не ожидая постоянного одобрения или поддержки от окружающих. Используйте аффирмацию «Я нахожу внутреннюю поддержку и гармонию внутри себя». Страх одиночества. Несмотря на свою внешнюю силу, тельцы могут бояться остаться одни.
Практикуйте медитации на внутреннюю силу в периоды, когда Солнце находится в знаках Льва или Овна. Лев, как знак уверенности и самовыражения, учит нас, что быть одному – это не значит быть одиноким. Это поможет развить уверенность и самодостаточность, чтобы чувствовать себя комфортно в одиночестве. Влияние планет, влияние Нептуна усиливает страх одиночества, создавая иллюзии и неясности в восприятии своего окружения. Луна в напряженном аспекте с Нептуном также может вызвать страх быть оставленным. Кармический совет – учитесь находить радость в собственном обществе. Одиночество – это время для самопознания и духовного роста. Используйте аффирмацию «Я нахожу радость и покой в своем собственном обществе». Страх риска. Тельцы предпочитают стабильность, но это может ограничивать их потенциал. Уран, планета перемен и инноваций, часто несет неожиданные возможности. Когда Уран проходит через ваш знак, важно научиться принимать перемены как часть жизни. Практикуйте медитации на принятие нового, я открываюсь новым возможностям, которые ведут к моему росту. Влияние планет. Уран, планета перемен, часто вызывает беспокойство у тельцов, заставляя их избегать рискованных решений. Сатурн, усиливая дисциплину, может сдерживать инициативу. Кармический совет. Принимайте разумные риски, учитесь выходить из зоны комфорта. Все новое и неизвестное несет в себе возможности для роста. Используйте аффирмацию «Я открыт новым возможностям и принимаю перемены с уверенностью». Страх неудачи. Страх ошибки может сдерживать тельцов в достижении целей. Солнце, как источник жизненной силы, особенно важно для укрепления уверенности. В периоды, когда Солнце находится в знаках Льва или Стрельца, сосредоточьтесь на своих успехах и достижениях. Практикуйте аффирмации «Я учусь на своих ошибках и использую их для своего роста». Влияние планет. Марс, планета действий и достижений, может создавать давление на тельцов, усиливая их страх перед неудачей, особенно в неблагоприятных аспектах с Сатурном. Кармический совет. Понимание того, что ошибки – это часть роста, помогает преодолеть страх неудачи. Каждый опыт – это урок. Используйте аффирмацию. Мои ошибки – это ценные уроки, которые ведут меня к успеху. Страх публичных выступлений. Тельцы могут испытывать неуверенность, когда дело касается выражения своих мыслей на публике. Меркурий, планета коммуникации, помогает улучшить навыки общения. В периоды, когда Меркурий находится в благоприятных аспектах, занимайтесь ораторскими практиками и медитациями на уверенность в словах. Влияние планет. Меркурий, планета коммуникации, играет ключевую роль в страхе публичных выступлений. В периоды его ретроградного движения телец может чувствовать неуверенность в словах. Кармический совет. Практикуйте выражение своих мыслей и идей. Публичные выступления – это возможность поделиться своей мудростью. Используйте аффирмацию «Я выражаю свои мысли с уверенностью и спокойствием». Страх болезней. Тельцы склонны бояться за свое здоровье. Плутон, планета трансформации, помогает нам справляться с самыми глубокими страхами. В периоды, когда Плутон активен, сосредоточьтесь на своем физическом здоровье через практики медитации и дыхания. Это поможет укрепить ваше тело и дух. Влияние планет. Плутон может пробуждать страх перед болезнями, особенно в периоды его напряженных аспектов с лунными узлами. Кармический совет. Работайте над своим физическим и эмоциональным здоровьем. Поддерживайте баланс через регулярные практики медитации и заботу о теле. Используйте аффирмацию «Мое тело и дух находятся в гармонии и здоровье». Страх потери материальных благ. Телец боится потерять все, что он накопил. Юпитер, планета изобилия, в благоприятных аспектах помогает привлекать финансовые возможности. Работайте с энергией Юпитера в периоды его активности, чтобы привлекать новые ресурсы и изобилие. Влияние планет. Юпитер в неблагоприятных аспектах с Сатурном может усиливать страх перед потерей накопления или собственности. Кармический совет. Практикуйте осознанное потребление и благодарность за то, что имеете. Поймите, что материальное – это временно, но внутреннее изобилие вечно. Используйте аффирмацию «Я нахожусь в состоянии изобилия и всегда привлекаю нужные ресурсы». Страх конфликтов. Тельцы избегают конфликтов, что может приводить к накоплению внутреннего напряжения.
Овен как знак смелости учит нас быть решительными. В периоды активности Марса проводите медитации на уверенность в своих силах и готовность отстаивать свои интересы. Влияние планет Сатурн и Плутон могут усиливать страх конфликтов, особенно в напряженных аспектах с Луной или Венерой. Кармический совет. Учитесь отпускать привязанности и понимать, что все в этой жизни временно. Цените каждый момент, проведенный с близкими. Используйте аффирмацию. Я наслаждаюсь моментами с близкими, зная, что любовь вечна. Страх не быть оцененным по достоинству. Тельцы боятся, что их труд и усилия могут остаться незамеченными. Сатурн учит нас, что признание приходит с усилием. В периоды ретроградного движения Сатурна важно сосредоточиться на саморазвитии и работе над своими целями. Влияние планет Венера и Плутон могут создавать напряжение в отношениях, вызывая страх не быть оцененным по достоинству. Это особенно заметно в периоды их ретроградного движения. Кармический совет. Укрепляйте доверие в отношениях и учитесь прощать. Прощение – это ключ к освобождению от страха. Аффирмация «Я доверяю себе и своим близким, зная, что отношения основаны на любви и честности». Страх быть забытым. Тельцы ценят стабильное отношение и признание. Практикуйте медитации на внутреннюю гармонию и чувство самодостаточности, чтобы снять страх быть забытым. Это поможет вам больше сосредотачиваться на себе и своем развитии. Влияние планет Уран и Нептун могут создавать ощущение изоляции и беспокойства о своем месте в мире. Кармический совет. Работайте над развитием личных талантов и миссий. Ваш след в мире остается через то, что вы создаете и кем вы являетесь. Используйте аффирмацию. Мое влияние на этот мир значимо, и я оставляю свой след через любовь и творчество. Дорогие тельцы, как видите, все ваши страхи можно преодолеть с помощью энергии планет и кармических законов. На нашем канале «Астрология мудрости» мы будем делиться с вами еще большим количеством ценных знаний, которые помогут вам стать увереннее и счастливее. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий о том, как вы справляетесь с вашими страхами. И если мы наберем 6000 лайков, я раскрою секреты того, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Продолжение следует.